Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания ежевики. В этом видео я вам покажу, как развивается, как растет, как плодоносит куст очень перспективного сорта без шипа ежевики Columbia Gigant. Нахожусь я в Московской области, сейчас середина лета, 16 июля, и появляются первые ягодки на данном сорте ежевики. Я вам их сейчас покажу, сравним их с другими самыми ранними сортами. На данный момент раньше только созревает у нас сорт Caraca Black, но это другой вид ежевики. Caraca Black он с колючками, это ошипованная ежевика с шипами. О ней можно снять отдельное видео, она является самой ранней. А вот эталоном ранней без шипа ежевики всегда считался сорт Nachos, о котором я много также снимал видео, вы можете найти. Сегодня подойдем к сорту Nachos, также посмотрим, на какой он стадии на данный момент. Но сразу скажу вам, что сорт Columbia Gigant впечатлил и удивил меня не только размером ягод, но и тем, насколько он рано в этом году заплодоносил, насколько рано вступил в фазу цветения, и самое главное, при этом он еще хорошо перезимовал, конечно, под укрытием. И расскажу вам о другом плюсе данного сорта. Это то, что его легко укрывать, потому что он относится к рассеянникам. Этот тип ежевики относится к рассеянникам, то есть у него тонкие побеги, их очень легко пригибать к земле, они не ломаются. Максимальный диаметр, вот в моих условиях, в условиях Московской области, максимальный диаметр побегов этого сорта ежевики Columbia Gigant составляет не более 1 сантиметра. Это самые такие толстые, мощные побеги, при условии, что вы хорошо ежевику кормите и в кусте оставляете побегов замещения не слишком много. Ну что ж, давайте сейчас я, как и говорил, покажу вам для сравнения другие сорта ежевики, Caraca Black и Nachos для сравнения. А потом, конечно, взвесим, я уже приготовил весы, взвесим ягоду Columbia Gigant, и я ее продегустирую и расскажу вам о своих впечатлениях о вкусе данной ягоды. Итак, подошел я к кустику Caraca Black. Вот смотрите, какие тут достаточно серьезные шипы на плодовых веточках. Шипы похожи на шипы крыжовника, а на побегах, на основных, там же, наверное, даже они размером с шипы как у роз. Такой хорошо шипованный сорт, и это вызывает некоторые сложности с уходом за данным сортом ежевики. Но при этом он выдает самую раннюю ягоду. Я вам сейчас не самый удачный вариант показываю, но все-таки, вот видите, она не полностью опылилась. Мы, честно говоря, ее уже подсобрали, ягодку, где-то примерно около 2 недель назад она начала созревать. Это самый ранний сорт в условиях Московской области. При этом он еще и цветет, поэтому период плодоношения у него достаточно растянутый. Ну вот такая вот ягодка. Ягодка достаточно крупная, но, повторюсь, самый ранний сорт в моих условиях. Сейчас перейдем к Nachos. Ну вот, друзья мои, смотрите, Nachos еще совсем зеленый. В этом году он у меня немного задерживается с созреванием, не знаю, с чем это связано, поэтому Columbia Gigant его очень сильно опередила, не говоря уже о Caraca Black. Вот так выглядит Nachos. Ягода у него крупная. Кому интересен данный сорт, который также является ранним и очень подходящим для условий Московской области, вы можете посмотреть отдельное видео на моем канале. Кому интересно наличие саженцев, сразу вам скажу, что есть в ограниченном количестве саженцы. Выращены они стеблевыми черенками, поэтому достаточно сильные. Растут они в 2-литровых горшочках и имеют вот такой вот вид. Вернулся я к сорту Columbia Gigant. Показываю вам ягодку на веточке. Видите, разные тоже состояние ягод. Есть еще совсем зеленые, кое-где даже есть еще цветочки, поэтому тоже
у него растянутый период плодоношения, что, конечно, очень хорошо. Напомню, что сейчас середина июля, нахожусь в Московской области. Вот так выглядят ягодки. Они хорошо отрываются, полностью созрели. Вот сейчас я возьму несколько штучек. Давайте вот эту вот еще. Вот, думаю, наверное, покрупнее будет. Вот 3 ягодки сейчас взвесим и продегустируем. Итак, давайте посмотрим, что у нас весит Коламбия Гигант. 16,2 грамма, 18,4 и 17,7. Обратите внимание, что ягода у данного сорта вытянутая, ее еще называют пальчиковой, красивой очень. Для тех, кто занимается продажей ягоды, также будет данный сорт интересен. Но скажу вам то, что есть у него вот для тех, кто будет его возить на рынок, такая черта, как вот все-таки мягкая ягода. Вот я сейчас дотронулся, и она при полном созревании все-таки течет. Поэтому не слишком хорошо он будет переносить транспортировку. Все-таки я думаю, что это больше для свежего употребления, больше подходит сорт. То есть кушать прямо с куста, либо готовить его, из него различные заготовки, делать варенье, компоты, наливки. В общем, сорт, конечно, очень с красивой ягодой. Начес, скажу вам сразу, давал у меня вес ягоды более 20 грамм. По-моему, 22, либо даже 24 грамма давал у меня сорт Начес. Ну и также скажу, что я этот сорт особо не разгонял при помощи удобрений. Была одна весенняя подкормка, комплексная минеральным удобрением, и больше я под него ничего не вносил. Конечно, была обработка еще от клеща. Это обязательно в наших условиях. Клещ на ежевике появляться стал очень часто и распространился достаточно широко. Ну что ж, попробую на вкус. Я, конечно, его уже пробовал, но сейчас я вот постараюсь вам передать вкусовые ощущения от данного сорта ягоды. Вот смотрите, такой у него сок гранатовый. Вот так примерно. Конечно, было бы лучше на листе бумаги видно, но цвета граната, ярко-красный сок. Хорошие получаются из него варенья. Косточка не ощущается на вкус. Во вкусе очень ярко присутствуют малиновые тона. Я бы даже сказал, что вкус такой, как у ежемалины. Поэтому очень приятный, с небольшой кислинкой. Думаю, что понравится очень многим любителям выращивания ежевики. Обратите внимание на данный сорт. Крупная ягода, красивая, пальчиковая, удобство ухода, тонкие побеги, хорошо укладывается. И, я бы сказал, хорошо противостоит болезням и вредителям. Вот такую красивую, замечательную и полезную ягоду дает сорт ежевики Коламбия Гигант американской селекции. Рекомендую данный сорт выращиванию в Московской области. Сорт проверен. Хорошая, вкусная, полезная ягода. И самое главное, несложная в агротехнике. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.